Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у меня очередное отчетное видео о моих готовых работах за последнее время, которое прошло после выхода моего последнего видео. Этот ролик выходит вне графика. Обычно я старалась выкладывать отчетные видео по понедельникам, но в связи с тем, что я уезжала в отпуск, да, я отдыхала, вязальщицам иногда тоже нужно отдыхать. Спасибо, что кое-кто заметил, что мое видео не вышло вовремя на канале, и мне писали, что случилось, куда я пропала. Ничего не случилось, у меня наоборот все хорошо, все отлично, я отдохнула и вернулась с новыми силами и сразу в бой. Сразу скажу, что в отпуске я почти ничего не вязала, но также все равно брала с собой пряжу, спицы, крючки и думала, что же мне связать, какое у меня будет настроение, и взяла и спицы, и крючок. Ну все, я вам позже покажу, что успела сделать в поездке. Вернулась я позавчера в понедельник и уже кое-что также успела навязать. Итак, давайте покажу последний раз, наверное, вот этих курочек. Все, заказ я доделала, связала корзинки, оформила. Так, сейчас у меня 12 курочек. Давайте посмотрим, что я тут придумала. Связала джутовые корзиночки, все они разным цветом. Сейчас также покажу. Вот светло-серая курочка, корзиночка. Такое у меня пенопластовое яичко также нашлось, как декорация. Вот, но таких яичек у меня всего 3 штучки. Такая корзиночка темно-розового цвета. Здесь я вставила веточку для украшения. Вот с яичком также очень красиво смотрится. Так, вот такие темно-розовые корзинки и светло-розовые. Вот такая. Ну, из обычного такого бежевого, коричневого джута также вязала. И украсила вот такими веточками. На донышко постелила. Не знаю, как это называется. Вот такая соломка. Мне кажется, очень хорошо подходит, как будто бы курочка сидит в гнездышке. Это продается в флористических магазинах для украшения букетов. Ну, вот у меня была в наличии такая вот соломка. Я ее также постелила в каждую корзиночку. Вот такое зеленое яичко. Ну, курочек я вам уже показывала в готовом виде, а вот именно уже оформленных. Ну вот. Такая вот у меня курятня с голубятней. Вот что из себя представляет вот эта соломка. Так что можете себе взять как идею, как можно украсить вот такие корзиночки. И вот у меня были веточки, я отрезала по стебелечку и вставляла в каждую корзиночку. Так что все, заказ мой готов. И я спросила у заказчика, эти курочки покупаются для подарков, нужно ли упаковать в пакетики. Вот, и посмотрите, как хорошо сразу каждую корзиночку я с курочкой, полный комплект, вот я упакую в такой пакетик и завязываю просто также джутовой веревочкой. Так, размер таких пакетиков, вот я их покупала несколько штук. Давайте скажу, вдруг вы тоже возьмете себе на вооружение такую идею. Вот в ширину примерно тут они 13 сантиметров, а в длину, ну, чуть больше 20-21 сантиметр. Очень хорошо помещается. И видите, можно даже завязать спокойно. Вот, и уже подарочек оформлен. Можно просто взять и подарить. Можно атласную ленточку какую-то. Можно и веточку, и яичко положить. Вот такой наборчик у меня стоит 500 рублей. Вот. Ну, курочек мы с вами вместе вязали, так что можете перейти к тому видео и связать таких курочек. Как вязать такие корзиночки, я вязала уже новым способом. Я записала себе и хочу сейчас сфотографировать вот этот курятник и выложу в своем телеграм-канале подробное описание, как я вязала эти корзиночки. Можно вязать из простого вот такого хозяйственного шпагата джутового, вот коричневого цвета. Я всегда, когда вяжу
из джута беру нитку из центра и не распаковываю. Вот он у меня как в пленке продается, так я его и храню, потому что, как мы знаем, он сильно сыпется, и когда мы вяжем, чтобы было поменьше мусора, я вот вытягиваю ниточку из серединки. Вот у меня чуть-чуть потолще шпагатик. Вот, а эти розовые корзиночки я вязала из такого джута, который я покупала в магазине Леонардо, арахно джут. Цвет 005, но тут разные цвета. Где-то светло-серый, у них большая цветовая палитра этого джута в Леонардо, поэтому, ну, из любого джута можно вязать такие корзиночки. Вот. Видите, вот и светло-серая есть корзинка, это также джут из Леонардо. Все они смотрятся нарядно. Вот сейчас я упакую в эти пакетики прозрачные, завяжу каждый пакетик, и можно уже будет складывать в коробочку и отправлять заказчику. И так как заказ у меня большой, там будут еще 2 пары носков и набор снежинок. Я подарю, также вложу в подарок, выберу какую-то курочку, петушок. Ну, по цвету посмотрю, какой больше подойдет к упаковке. Вот такие интересные, также деревянные игрушечки у меня есть. Вот для того, чтобы вкладывать в посылки. Так, мне кажется, это очень мило так смотрится, уютно. Очень нравится мне упаковывать посылочки. Сейчас я вставлю маленький кусочек видео из моей поездки, как я начинала вязать свое первое изделие в отпуске. Вот у меня очередное подключение из поезда. Хочу показать вам, как у меня продвигается процесс. Вяжу носочки и боюсь, что не успею показать. Вдруг извяжу весь моточек пряжи и не покажу вам этот моток. Вот так он выглядит в неизвязанном виде. Посмотрите, какой он интересный. И чем мне нравится вязать из такой пряжи, всегда это какая-то загадка и непонятно, какой рисунок получится и как нитки лягут в узор. Эта пряжа у меня Regia Mountains Fjords. 4-ниточка, классическая носочная пряжа. Вот так выглядит носочек на картинке. Ну, конечно, тут другая расцветка. Так, номер цвета это у меня вот такой. 07033. Если кому-то понравилось. И вот что у меня пока получается. Вяжу на спицах 2,5 миллиметра. Вот мне кажется, что широковат носочек получается. Я набрала по 18 петель, 72 петли на носок. Но я хочу вязать мужские носочки. Мне кажется, эта расцветка хорошо подойдет и мужчинам, и женщинам. Но я больше люблю вязать мужские носки. И вот набрала 72 петли. И теперь думаю, не слишком ли широкие носочки получатся. Ну, посмотрим, что в итоге у меня в результате, конечно же, выйдет. Но бывают и такие широкие ножки. Я думаю, кому-то они также подойдут, понравятся. Но что у меня получится, я вам покажу чуть позже. Вот я еще немного провязала. Посмотрите, какая красивая пряжа. Как она интересно ложится в узор. Если внимательно присмотреться, и правда просматриваются какие-то горы, альпийские луга, поля. Очень красиво, мне нравится. Мне скорее хочется довязать этот носочек. Очень приятно вязать из этой пряжи. Ниточка ложится ровненько. Все аккуратненько. Ну и вот что у меня получилось. Вот такие носочки мне удалось связать. Мне они очень нравятся. Интересная пряжа. На ощупь очень-очень приятные носки. Такие шерстистые. Так, тишина. Слышите, какой шорох? Прям шерсть чувствуется. Она раскрылась после
стирки, влажно-тепловой обработки. Ну, влажные, я их еще не отпаривала, просто постирала, натянула на блокатор. Вот, и посмотрите, какая красота. Это получился у меня большой размер 45-46. Давайте померяем длину стопы. Вот от пальчика и до пяточки 29 сантиметров. Носочки широкую, ну прям на большую ногу. Вот они хорошо тянутся, резиночка не будет перетягивать ножку, не будет давить. Интересная пряжа, мне очень понравилось из нее вязать. И мне прям скорее хотелось их довязать. Вот, так что пряжа мне понравилась, и носки получились великолепные. Вот я их уже сфотографировала и выложила в своей группе ВКонтакте. Пряжа это Регия, не дешевая, как мы знаем, пряжа подорожала, поэтому эти носочки будут у меня стоить подороже. Эти носки у меня несимметричные, но я считаю, что здесь такой рисунок, что и не нужно подбирать. И наоборот, я вязала первый носок, брала нитку снаружи клубка, а вторую нитку брала из центра моточка, чтобы рисунок был в другую сторону шел, и совсем все запутано было, и не просматривался четкий узор, и вот носочки у меня вот такие получились, что не совпадает. Ну и хорошо, что не совпадает, мне наоборот это даже больше нравится. Вот. Носочки, видите, разные, все, ну ничего страшного. Все равно видно, что это пара. Прелестная. Так. И брала с собой еще один моток пряжи. Начала там вязать, а второй носок уже довязывала в поезде. Вот такая пряжа. Это у меня пряжа Гималая. Так, сейчас найду этикеточку. Так, вот эти этикетки. Это Регия, а это Гималая Сокс. Цвет номер 160-01. Очень хорошая также пряжа. Я вязала из этой нитки первый раз, и мне понравилось. Тоже очень приятная на ощупь. Вязала эти носочки я 17-34 на 68 петлях. Спицы 2,25. И размер получился 38-39. Но эти носочки у меня уже забронированы. Я также их сейчас упакую и отправлю заказчику. Здесь все как обычно. Я вяжу свою резиночку 2 на 2 любимую. Первая петля у меня из лицевых. Это рельефная, скрученная лицевая. Далее поголеночек идет, поголенок. Пяточка укрепленная. Я делаю ее даже не для того, чтобы носки не протирались. Они не должны быстро протираться из-за состава пряжи. А мне так больше нравится их внешний вид, когда пяточка вот так выделена. Вот клин подъема и ленточный мысок. Такие носки мы с вами вязали. У меня есть на канале мастер-класс «Носки от А до Я» называется. И у меня осталось вот такое количество пряжи от этого моточка. И я сейчас приставляла к своим носкам, которые я вяжу. Так, вот они у меня из остатков. Но я, в принципе, специально этот моток брала. Сейчас я хочу гнать вот эти носки, вязать. И мне кажется, очень хорошо подойдет. Буду также вставлять, комбинировать эти носочки, потому что у меня работа застопорилась, потому что нет как-то оттенков подходящих под эту пряжу. Вот, так что будет у меня продолжение вот такие носочки, но буду их постепенно продвигать, вот эту пару. Тоже хочется поскорее ее довязать, но это, я думаю, не очень быстро получится, потому что мне нужны остатки. Это у меня проект из остатков. Вот, и для этого, опять это, наверное, не сильно подойдет. Взяла еще другую пряжу. Так, все эти носки я убираю. Сейчас также буду их упаковывать. Взяла вот такую пряжу. Сейчас вам покажу. Это итальянский носочный сток. Она приходит вот в таком виде. Ну, нет, наверное, к этим она не подойдет особо. Ну, может быть, какие-то отрезки только если выбрать. Или комбинировать опять, может быть, методом хеликс вот с этой пряжей.
И начала вязать носочки вот из этой пряжи. И вот что у меня пока получается. Посмотрите, какая красота тоже. Мне нравится, вот как ложится узор. Я обожаю вязать из такой пряжи, потому что не знаешь, что получится. И каждый раз прям загадка, как же ляжет пряжа в рисунок, какой получится. Вот видите, какая красота. Вот. Но это я буду также вязать между заказами. У меня пусть носочки какие-то будут начаты, я потихонечку, они лежат рядом. Устала, повязала немножечко носочек, переключилась потом на заказ. Потом надоело опять, чтобы сменить опять носочек. Мне прям это как релакс и отдых, вязать носки. Поэтому, наверное, в отпуске я, конечно, брала и крючок, хотела повязать снежинки, воротники, но хотела, наверное, больше отдыхать, и поэтому вязала носки. И, как видите, у меня получилось 2 пары. Связала за 2 недели. Но опять времени там было мало у меня. Особо некогда. Так по вечерам потихонечку вязала и связала. Так. На дворе у нас весна. Приближается пора ярмарок. Нужно сейчас готовиться. Так как я вяжу в основном игрушки и носки, то хочется, конечно же, повязать больше таких изделий, чтобы выходить на ярмарки. И я продолжаю свою коллекцию сумочек. Вчера вечером связала вот такую сумочку цыпленка. Посмотрите, какая смешная такая сумочка получилась. Вот такой клювик, крылышки. Также здесь у меня в крылышках хлопок добавила. Так, укрепленная ручка также, вот здесь хлопковая ниточка проходит. Розовые щечки, глазки на безопасном креплении, украсила цветочком. И вот пришила магнитную застежечку. Посмотрите, как удобно деткам, раз, и все. Глазки там подпаяла, чтобы они не вываливались и не царапать ручку. Вышила вот такие лапки. Такая интересная сумочка получилась. Так что коллекция моих сумок пополняется. Какие-то уже купили у меня. Так, давайте размер скажу этой сумочки. В ширину 17, так 15. Вот. Яркая такая, летняя. Может быть, кому-то понравится также на ярмарке и купит такую сумочку у меня. Вот. Так что решила еще сумочек повязать немножко. Мне прям нравится. Тут легко их вязать. Единственное, что долго оформлять. А так вот 2 овала вяжем, соединяем их между собой. И уже тут придумываем, как красиво оформить. Крылышки, ушки, глазки, щечки, носики. Там у всех зверей по-разному оформляем. Такая прелестная сумочка готова. Так. Ну все, готовых работ у меня больше нет. Мало успела, что я связать за это время. Но что успела, то успела. Все-таки была в отпуске, поэтому не так много вязала. И что хочу сказать. Была я у врача по поводу ручек своих. Он сказал, что нет, никакой не артроз. Это просто перенапряжение и усталость рук. И я заметила, вот я в отпуске меньше вязала, и руки, конечно, себя у меня получше вели. Но вот приехала домой, опять я усиленно начала вязать, и чувствую, что опять пальчики мои болят. Ну, я понимаю, что это перенагрузка на пальцы, и поэтому надо как-то давать себе перерывы небольшие, чтобы пальчики успевали восстанавливаться. Так что не забываем про здоровье. Ну ладно, если речь зашла про здоровье, я сразу скажу, что мы ездили с мужем отдыхать в Сочи, в санаторий. Лечились там, отдыхали, ели, гуляли, спали, бездельничали. И действительно, руки там мне подлечили, там делали мне и магнит на пальцы, и лазер. Вот. Ну, надо беречь себя, это первое лекарство, я так понимаю. Вот. Но сказали, что после санатория эффект будет через месяц. Ну, посмотрим. Так. И что касается нашего отпуска. Мы, как я сказала, были в Сочи, гуляли в парке Ривьера, и там постоянно проходила ярмарка. Мы туда ходили каждый день. Наш санаторий соседствовал с парком Ривьера. И там проводится ярмарка рукодельниц.
Вот, я там сняла маленькие отрывочки, сейчас также их вставлю. И сняла я видео, также ярмарка ручной работы, которая проводится, я так понимаю, наверное, в выходные дни, пятница, суббота, воскресенье, а может быть и каждый день, я не знаю. Мы также ходили на эту пешеходную улицу, не помню название улицы, подпишу сейчас на экране. И там также ярмарка ручной работы. Также можете, ну это секундные какие-то зарисовочки, просто чтобы имели представление, как проходят ярмарки в других городах. И мне очень понравилось, как оформлены столы, что все в одном стиле. Но я понимаю, что такие столы предоставляет город. Очень удобно, красиво, все. Молодцы. Я бы тоже хотела поучаствовать в таких ярмарках. Надо было брать свой чемодан игрушек и также выходить на ярмарки там мне, чтобы время не терять зря. Вот. Порвался, мы закрываем. Ну просто Не, ну там большие ребята, По-братски, да. большие. Вон, Я видишь, самый маленький, да. Ну да, всегда. Я уже с таким, как Я буду делать первую коллекцию одежды сейчас в школе. Там первый образ я уже придумал. Это будет баскетбол. у тебя в Телеграме там канал или где? Есть, да. Ну, в Телеграме я как-то слабо веду. Вот Инстаграм, Что, да? ВКонтакте. Ну посмотри. Ну а сейчас хочу поделиться с вами своей радостью. У меня на канале есть видео про воротничок. Это лидер моих просмотров на канале. И вот на прошлой неделе это видео набрало 1 000 000 просмотров. Вот это видео «Воротник крючком». Я сейчас зашла в свою творческую мастерскую Ютуба. Так что, кто не знает, вот так выглядит эта мастерская. Так, видео выложено. Обратите внимание. Давайте я просто сделаю краткий обзор этого видео, чтобы вы понимали, ну, что к чему. Я выложила 23 февраля 2022 года. Ой, сколько комментариев к этому видео. Я даже не видела. Посмотрите, это не отвеченные. Без моего ответа. Но я не могла, конечно, ответить на все эти комментарии. Это надо садиться и читать все комментарии. Ой-ой, сколько много. Ну, понятно, если 1 000 000 просмотров, то и комментариев очень много. Хотя я периодически сажусь и отвечаю на все какие возможно комментарии. Ой, сколько много, оказывается, к этому видео я даже не видела. У меня потому что не приходят уведомления о комментариях. Какие-то приходят, какие-то нет. Так, это комментарии. И смотрим вот аналитику по видео. Так, вот просмотры. 1 000 000 просмотров. С момента публикации идет. Вот так у нас график. Вот сейчас 1 6778 просмотров. Так, это что касается просмотров. Время просмотра 75 000. Сколько подписчиков у меня подписалось из-за этого видео? 13 479. Тут вся информация есть. Можно смотреть, сколько минут люди смотрят видео, на какой минуте самый большой просмотр, сколько процентов досмотрели до конца. Вот за последние 2 дня, вот вчера, 48 часов. Вот сейчас у меня время 2:30.
среды, вот с третьего понедельника до полтретьего среды посмотрел это видео 4900 человек. Вот. Откуда смотрят, откуда зрители приходят. Ну и самое интересное, конечно же, доход. Но опять скажу, что это видео, это исключение, что так, другие видео мне такого дохода не приносят. И вот это видео за 2 года мне принесло $587 с момента публикации. Вот эта цифра. Так, и что хочу сказать. Видео это опубликовано 2 года назад, и у нас на Ютубе отключили монетизацию, ну, буквально весной, сразу там в марте. То есть за просмотры из России мы деньги не получаем. Эти все доллары мне приходят за просмотры из-за рубежа. А откуда меня смотрят люди? Вот смотрим, аудитория. И так по каждому видео аналитика я могу посмотреть, изучить, что людям нравится, что не нравится. Вот смотрим, из каких стран. Вот самые популярные регионы. Из России меня смотрят. Вот это, именно вот это видео. Другие видео смотрят, там, допустим, 60% из России, 40% из других стран. Но именно вот этот воротничок, вот за 2 года посмотрели из России 51%. А другие страны: Украина, Казахстан, Беларусь, Германия. Вот. Ну, тут, конечно же, другие страны, это просто первые. Так я могу посмотреть, там обычно стран 20, наверное, выдает, там и Италия, и США, много стран. Но это просто, может, планшет, у меня старое приложение, вот это студия. Я обычно с планшета не захожу в свою творческую мастерскую. Вот. И что хочу сказать, если бы была монетизация в России, то доход был бы в 2 раза больше. Конечно же, не $500, а $1000. Ну, представляете, какие деньги с одного видео. Но опять скажу, что это только воротничок. Другие видео мне такой доход не приносят. И опять эти деньги виртуально где-то существуют, но я их пока с Ютуба не вывожу. Вот, они где-то есть, но пока у меня их нету. Но надеюсь, когда-то я их выведу. Ну, душу мне греет, что эти доллары мои, и они где-то меня ждут, наверное. Так что можете меня поздравить. Это видео, вот первое видео у меня на канале, которое набрало 1 000 000 просмотров. Следующее видео у меня по популярности идут «Осенние листья». 758 тысяч просмотров, потом другой воротничок, 654 тысячи просмотров, воротничок 478 тысяч просмотров. Но опять эта цифра каждый раз меняется, увеличивается. И меня порадовало, что носки мои набрали 338 тысяч просмотров. Я даже не ожидала, что носочки будут настолько популярны, это видео у меня. Вот. И в последнем видео я вам поделилась своим лайфхаком, что я шью мужские семейные трусы к праздникам, да и не к праздникам, просто иногда, когда хочется машинку швейную, надо иногда тоже прогонять. Вот. И у меня в этом месяце очень большой... Так, ну давайте, раз уж такая пошла история. Так, вот управление. Так, аналитика, вот нажимаю в студии. Так, здесь у меня Wi-Fi в этой комнате не очень быстро ловит. Вот, зачем переплачивать за трусы? Вот, ведь шить их легко и просто. Вот это видео. Вот это видео, оно сейчас у меня идет в рейтинге на 1-м месте. Оно самое популярное сейчас. Вот. И его посмотрела всего 183 тысячи просмотров. Ну вот как мы видим, за последние месяц, ну там даже меньше, 2 недели, получается 109 просмотров на эти трусы. Я не знаю, в какие топы попало это видео, но людей заинтересовал мой такой сатиновый проект. И вот многие смотрят, а может быть какие-то рекомендации, я не знаю, как видео какое-то выскочит, потом оно опять замирает, затихает, потом опять его смотрят. И вот я вижу, какое видео самое, вот за прошедший месяц, самое популярное, какие в топе. Очень хорошо идет видео, когда я показываю воротнички на себе. Вот видео называется «Связала, а как использовать?» и в первый мир. Роскошная салфетка также вот хорошо идет. Так что все, я наблюдаю, смотрю, кто что там просматривает, какие каналы.
Вот, давайте для интереса даже посмотрим, сколько мне, какой доход принесло это видео вот про трусы. Вот его аналитика. И вот давайте посмотрим. Вот 183 тысячи просмотров у меня, а доход с этого видео, ну опять этому видео уже 3 года, сейчас я скажу поточнее, $22 всего за все время. Поэтому то, что воротник мне принес $500, это ничего не значит. Вот это видео $22. Так, аудитория, из каких стран? Прям самое интересное уже посмотреть. Из каких стран смотрят? Россия, 10% из Украины. Ну, те же страны, конечно же, в основном. Казахстан, Германия. Ну, 67% из России. Так что это, наверное, такой предмет одежды популярный у нас. Поэтому так, просмотры. Но то, что мужчины и женщины, вот у меня в основном постоянно там мужчины 7%, я думаю, это просто женщины смотрят мой канал с аккаунта мужа, там, сына, брата, поэтому я думаю, мужчин намного меньше смотрит мой канал. 7% это, конечно, преувеличенная цифра. Вот. Ну, все, я могу посмотреть, какие зрители смотрят, откуда идет. Ну, так что вот такой обзор у меня по каждому видео. Можно задать любой срок. Но опять, кому это интересно. Так что, так, вот поделилась, как я тут работаю в своей творческой мастерской. Так. Сейчас давайте перейдем к покупочкам. Что же я купила? Я хоть отдыхала, но Wildberries-то никто не отменял. Я там поназаказывала, вот приехала, уже получила. Это карабинчики для брелков. Вот с такими. Не буду пока распаковывать крабиками. Вот карабинчики. Так, кольца также для брелков, металлические, с карабинчиками. Если нужны артикулы, пишите, я тогда в Телеграме отвечу. Так, разные глазки. Так, заклеено сколько миллиметров? 8 миллиметров вижу. Пачку 10 миллиметров. Но мне кажется, что-то тут 100 штук меньше. Тут надо пересчитать, наверное. Почему-то этикетка порвана. Не знаю, может тут уже кто-то открывал, что-то доставал. Но я пересчитаю даже для интереса. Так, вроде бы не поцарапанные. Так, глазки такие с блестками. С искоркой. И вот такие глазки. Это сколько? 6 миллиметров. Но мне нужны там для игрушек. Так, купила пряжу. Ну, пряжу-то плюшевую я покупаю также упаковками. Это черная пряжа Woolens Bunny Baby. Так, цвет, наверное, 10. 110. И светло-серая вот такая пряжа. Также Woolens Bunny Baby. Цвет тут заклеено 36. Вот. Ну, это зайчики будут у меня там, кто, не знаю, котики. И самые мои любимые покупочки — это открыточки. Так, я только сейчас их распаковала. Вот так упаковано все в плотную картонку, чтобы не поломались. Ой, подарочек, видите, какой положили. Коты и мечты. Так, ну это я покупала открытки для упаковки воротничков. Вот. Мне очень нравятся такие изображения. Яблоки, виноград, абрикосы. Это какой-то фрукт. Даже не знаю, как он называется. Black Rock Melon. Дыня такая, что ли, не знаю. Так, вот такая груша. Вишня, черешня, сливы, виноград, смородина белая. Так, очень симпатичные. Это нектарины белые. Прелесть. Я думаю, кто будет заказывать у меня воротнички и получить с такими открыточками свой заказ, очень даже приятно. Так.
И вот такой наборчик. Я даже его еще сама не рассматривала. О, в конвертике. И вот такая открыточка также прилагается в подарок. Симпатичненькая. Ух, как с обратной стороны все красиво сделано. Так, отзыв надо обязательно написать. И вот такие наклеечки. 3 наклейки, лапки. Упаковала с любовью. Ирина, спасибо Ирине. Но когда я увидела эти открытки, я просто не могла пройти мимо. Посмотрите, какая красота. Это прям в тему нам, рукодельницам. Так, здесь перематывают пряжу мама с дочкой. Котик лежит, помогает им. Картины такие на стене. Очень уютные. Так, с обратной стороны как сделаны. Плотненький такой картон, прям качественные. Так, дальше. Машинка швейная, как Зингер. Манекен. Очень красиво, мне нравится. Даже не знаю, может быть, себе оставлю эти открытки, даже и дарить жалко. Здесь что тут? Рукодельница сидит. Вяжет или вышивает. Что-то не пойму. Наверное, вышивка какая-то. В кресле в уютном сидит. Такая рыжеволосая. Так, тут девочка вставляет нитку в иголочку. Тут такие мелочи можно рассматривать. Рончики, бумаги у нее там, сантиметровая лента, катушечки, спицы в моточках, ну, флажочки, гирлянда висит. Здесь у нее игольница на ручке, сантиметровая лента, наверное, платье шьет, вон рулоны ткани у нее. И перед зеркалом смотрит примерка. Вот такая швея. Мотористка строчит также из какого-то белого в красный цветочек ситчика. Это вышивка. Жар-птица такая. Воротничок здесь лежит. Воротник, видите, как в тему. И вот еще также на машинке, на швейной что-то стачивает, какие-то детали. Фотографии или картинки, открыточки висят. Ну, прелестные открытки, мне они очень понравились. И вот я рада, что они мне пришли. Я давно на них смотрела, но их как-то не было в наличии. Потом я их в отложенные, как-то в ожидании. Вот наконец-то купила. Так. И что касается воротничков упаковки. Я отправляла последний раз, но это еще перед отпуском. Воротники и сняла также маленькие отрывочки. Сейчас я их вставлю.
Посмотрите, как сегодня я оформила воротнички. Может быть, вы возьмете себе на заметку, как упаковать подарки на 8 марта коллегам, подругам, близким родственницам. Может быть, кому-то такая идея понравится, и вы также можете упаковать в простую такую крафтовую коробочку свои воротнички ручной работы. Вот так я упаковала воротнички, отправила их, но прошло уже 2 недели, и мне пришел отзыв, уже заказчица получила эти воротнички, и сейчас этот отзыв я также прикреплю на экране. Мне очень приятно получать такие добрые слова, спасибо, что не жалеете свое время, пишите мне их, мне очень-очень приятно. И что касается воротничков, у меня сейчас много заказов на воротничков, но вот этот срочный мне нужно связать. Вот в ближайшее время, на этой неделе, я обещала заказчику выполнить его заказ. Это заказывает мужчина. Сейчас фото этого воротника я прикреплю также на экране. Я вязала его уже давно, но, к сожалению, у меня его нет. Я его отправила покупателю, и мне сейчас нужно связать такой же воротничок. И я решила, что я этот воротничок буду вязать и запишу как раз видео мастер-класс для YouTube. Вот, так что в ближайшее время у меня на канале появится видео по вязанию этого воротника. Если вам нравится этот воротник, также можете потом присоединиться и связать вместе со мной. Но воротничок, сразу скажу, непростой, там много рядов. Ну, я пока еще схему не поднимала, не помню, сколько рядов. Но вяжется из тонкой пряжи и тоненьким крючком. На отдыхе я снимала много видео. Сейчас мне нужно смонтировать. Также я хочу сделать отчет о своем отпуске. Где бывали, что видали. Но не знаю еще, будет это видео у меня в открытом доступе, в закрытом. Что из этого получится, не знаю, но сейчас мне нужно этим заняться. И также у меня вот в ближайшем заказе нужно еще подвязать снежинок. Но это срочные заказы, 2 заказа. Вот у меня воротник, который мы с вами вместе свяжем, и еще снежиночек подвязать. Я их вам покажу также в ближайшем видео, наверное. Наверное, не буду ничего загадывать. Так, на этом буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, больше не буду так надолго пропадать. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, большой пальчик вверх. Я надеюсь, вы подчеркнули для себя что-то интересное, какие-то идеи нашли в этом видео. Всего вам самого доброго. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек и до новых встреч!